Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз. Что ждет до конца года? Событий, неожиданностей до конца 2025. Давайте узнаем, что неожиданно, что произойдет или что случится, и вообще к чему приготовиться или быть готовым, какие повороты судьбы. И первые три карты, вот как раз о поворотных событиях до конца года. Достанем три карты, мои дорогие. И как три знака судьбы, в чем вам доведется принимать важные решения, или как ключевые события, чему вы будете уделять больше внимания. Возможно, это и новость, какая-то информация, или ваше решение, тоже такое поворотное, окончательное. Итак, первый знак судьбы для вас, мои дорогие весы. Второй, что там случится, произойдет, какие вам решения доведется принимать. И продолжим наш прогноз. Первая карта у нас будет на второй колоде. Что или кто вас удивит? Где-то с позиции неожиданности, но именно приятного, может быть, удивления или каких-то возможностей. А вторая карта, кто или что появится неожиданно. И третья, как заключительно, а к чему это все идет. И по основным сферам жизни, чего ждать в любви, в личной жизни и в целом взаимоотношения. Чего ждать в сфере финансов до конца года? И по вашим достижениям, по вашим планам, у кого-то учеба, у кого-то документы, важные встречи до конца года. Первый знак судьбы. Скорее тут может быть или вопросы личной жизни, а кто знает, может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. Такое я тоже могу допустить. Но часто эта карта ознаменует именно наших близких, может быть, родственников, родного человека, да? И единственный персонаж в колоде, который умеет не смешивать эмоции и рационализм. Или решение вопросов материальных он как-то проводит очень правильно, потому что хоть нам и кажется, да, вроде как король кубков, стихия воды, и вот нам тут уже символ перемен, и где-то исполнение желания корабль, один из символов Меркурия, да, но вот всегда король изображен на каком-то либо постаменте, либо отрезке суши. И здесь тоже это и есть где-то прообраз материализма, то есть основа его эмпатии, основа того, что он планирует на будущее, должен от чего-то оттолкнуться. Вот этот базис имеет значение. Может быть, это для вас, мои дорогие весы, совершенно необходимо будет переключаться между вот этими двумя энергиями. Одно дело это эмоции, кому мы готовы дарить эмоции и принимать от кого тоже готовы. Но есть, видимо, те насущные вопросы, когда потребуются рациональные решения. А добавим туда эмоции, и будет какая-то путаница. Ну, вот такой знак судьбы. Может быть, от конкретной персоны вы получите какое-то известие. Восьмерка жезлов иногда это карта трансформации, причем быстрых перемен, когда вы набираете темп, получаете какое-то известие. Может быть, это важная бумага. То, что вы долгое время ждали, она там где-то заплутала. Или вы получите какую-то просто важную информацию, которая тоже будет своеобразным поворотным моментом. По этой карте это и мы как будто можем быстро собраться, отправиться куда-то, потому что либо вынуждают обстоятельства, либо для пользы дела нам нужно самим увидеть что-то своими глазами или с конкретным человеком переговорить. Не просто где-то, ну, доверять тому, что мы услышали, а где-то и перепроверять, и не терять времени даром. Вполне вероятно, что коррекция каких-то ваших планов будет, это точно. Потому что это, знаете, как что-то врывается в нашу жизнь внезапно. Может быть, это даже в средствах массовой информации. Вы что-то услышите, и каким-то образом это оказывает влияние и на ваши планы, и на вашу жизнь. Даже такой момент. И значит, это как новая точка отсчета, может быть, в некоторых вопросах или в делах. Самое главное, не отложить что-то на потом. Потому что отложили на потом, а вот и время-то потом уже другое, энергии другие. Тут как судьба дает какой-то шанс, мои дорогие весы.
Третья карта, ну, все то, что я сказала. На кону Солнце. Карта выбора правильного направления. Более того, мои дорогие, это карта, которая говорит, вот то направление, которое вы изберете, может быть как метод действия. И здесь методы вами будут тоже пересмотрены, потому что либо это уже нерационально не имеет смысла, либо уже какая-то история близится к финалу, и вы понимаете, прогресса в этом не будет. Но вот самое главное, что вы хотите осуществить, причем на далекий период времени. Но, видимо, где-то вы, может быть, интуитивно чувствуете, кстати, король кубков– это мудрость и интуиция. И, может быть, у нас до конца года мы будем слышать много информации, причем такой разрозненной или какой-то хаотичной. Сложить все в логику или в последовательность нам будет достаточно сложно, поэтому если доверять подсказкам собственной мудрости, тогда значительно больше каких-то и возможностей. И 6-8 последующих месяцев вот с чем вы определитесь до конца года, скорее всего, это для вас как билет в будущее. Или вы будете уделять именно этому внимание. Но по Солнцу это проясняются какие-то ситуации сами по себе. Ясность, да, все-таки Солнце приходит. Но поэтому где-то и направление не совсем тут это будут говорить нам карты. Чего это касается? Личной жизни, с одной стороны, мы можем так подумать. Или жезлы– это дела, работа, бизнес, откуда к нам приходят деньги. Ну, может быть, все сферы жизни для вас складываются в какую-то одну палитру, когда вы можете все соединить в более надежный и красивый узор. Что или кто вас удивит? Но, видимо, неизбежно что-то и завершается. Это обстоятельства, события, решения других людей, может быть, да, или вообще какие-то, как хочется сказать, номенклатурные решения, или как перестраивается система какая-то, да, порядок, да, мирообустройство. Раньше была одна какая-то стратегия или одна какая-то тактика, а теперь будет другая. Ну, может быть, даже по работе. Меняется руководство, например, да, новая метла по-новому метет. И себя как будто по-новому нужно будет зарекомендовать или заявить о своих профессиональных качествах. Вот такое банально может быть. Но явно в вашей жизни что-то завершается. Это карта трансформации, надеюсь, все понимают правильно. Как будто нет смысла уже что-то продолжать. Это нам о чем? Кто или что вас удивит? Вы сами себя можете удивить. Вы можете себя удивить тем, что вы можете переключиться на изучение какого-то либо науки, либо нового дела, либо ресурса. Вот тут больше, конечно, знаете, не то обучение, которое длится годами, а это больше как ремесло или те знания, которые мы приобретаем, и через несколько месяцев мы уже становимся специалистами. Или, может быть, это карьера требует, да, выучить дополнительный язык, к примеру. Или пройти какие-то курсы, для вас это тоже повышение будет означать. Или откуда к вам приходят деньги. У нас ретро-уран, мои дорогие, буквально не только до конца года, но и практически до конца января. И ретро-уран нам где-то показывает те вопросы из прошлого, которые были связаны с нашим благополучием. И, конечно, тут благополучие, оно ёмкое слово. Здесь и откуда к нам приходят деньги, каким образом мы зарабатываем. У кого-то это вопросы жилья, у кого-то вопросы пары. Вот так вот, да? И больше, конечно, восьмерка Пентаклей, одна из лучших карт в колоде именно на деньги и на работу. Но это карта детализации, инструкции, продолжения, настойчивости и терпения. Как будто продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот что вас удивит. Мы можем, если мы говорим об инструкциях, вот как раз и изучать что-то. Или детализировать какой-то вопрос или дело. Потому что нам это пригодится. Так вот, Уран, он все дробит. И тут напрямую, если мы говорим о лучшей карте на финансы и на работу, была одна работа, станет 2 работы. Вот это именно Уран дробит, как будто даже подсказывает: не храни словно деньги, если это есть какие-то сбережения в одном месте. Был один счет, может быть, распредели. Разные валюты, разные банки. Или когда поступления идут не из одного источника, а из нескольких, это где-то для нас и подушка безопасности. Что-то подобное вы можете
вот переделывать или этим заниматься, потому что интуитивно, опять же, старший аркан трансформации будет говорить о том, что какая-то ситуация может подходить к концу и становиться ненадежной. И вы для этого будете много работать, это вас удивит. Но тут ведь, понимаете, по восьмерке пентаклей мы всегда знаем, зачем мы это делаем. Мы уже видим ориентиры, перспективу ясно, вот именно как по Солнцу. Здесь у вас по вашей карьере до конца года может что-то проясняться, но это не исключает того, что и вы можете от чего-то отказаться, потому что уже, ну, там как будто успеха не добьешься или прогресса в каком-то деле нет. Это тоже в этом есть положительный момент, как бы кто из нас к 13-му аркану не относился, но если мы будем тратить свое время, свои жизненные силы и энергии, даже свои знания, свои ресурсы в конечном итоге, на то, что не перспективно, ну и куда же-то мы придем. Вот где-то с этих позиций ваше решение, может быть, даже сродни отказа от чего-то, перестройки, вас самих может удивить. Кто или что появится неожиданно? Аркан жрица, аркан тайн, тайных знаний, мои дорогие. Я не исключаю, что вы что-то узнаете. Вот именно то, что тайное становится явным. То, что было скрыто, то, что за вашей спиной было. У вас тут тоже прояснится. Какой-то пазл у вас складывается, мои дорогие. Но эта карта независимого человека, и независимость достигается почему? Не потому, что через доказательства, а жрица, она так предпочитает быть не на авансцене, а больше за кулисами. Здесь взаимодействие с людьми, но не через настойчивое влияние на людей, а какое-то очень правильное взаимодействие, но в центре вашего внимания. Именно ваши собственные интересы. А ведь и правда, два старших аркана. Тут что-то меняется. И неожиданно. Может быть, это действительно какая-то новость. Или сведения о каком-то человеке. Решение какого-то человека или персоны, которая так или иначе оказывает влияние на вашу жизнь. И это будет как из позиции вас удивляет, но открывает новые возможности, так и неожиданно. А что это такое? Давайте еще одну карту достанем. Правда, персональная карта. Тут вы, кстати, можете узнать о человеке, на которого вы надеялись. И, может быть, были контакты, даже планы были. Или были договоренности. Будьте внимательны, они могут сбиваться. До конца года, в принципе, где-то, как и люди, могут изменить план действий, да, или какие-то прежние договоренности. Это не значит, что нас кто-то так сознательно хочет обмануть. Хотя я такого не исключаю, но, в принципе, тут каждый занят где-то сам собой, понимаете? Ретро-уран на каждого влияет в той или иной области жизни, но это именно вынуждая каждого человека чем-то своим заняться. И, может быть, потому что у человека что-то меняется, и это будет оказывать влияние на вас. Но вам это может и не понравиться, кстати. Потому что 13-й аркан мы с чем-то явно не согласны. Мы что-то не хотим продолжать. Или нам что-то до боли знакомо. По жрице такое может быть. Как знаете, вы об этом уже думали, но это было на уровне предположений. А здесь это будет как неожиданно. Хотя я точно так же могу допустить и обратный вариант. Вы в чем-то поставили точку, а оказалось, продолжение следует. И это вас тоже удивит. Вот вы знаете, палитра, да, даже вариабельность возможностей, она самая разная. Давайте еще одну карту достанем. Император – это всегда символ власти, структуры, порядка. Вот неожиданно, да? Может быть, это перемены, которые именно вокруг вас. Ну, это может быть и на работе. Новая метла по-новому метет, правда, почему нет? Император, руководство, руководители, или пусть руководители руководителей, и это будет оказывать влияние на весь процесс работы, смена графика, например, тут вот что-то такое может проходить. Но это ведь может быть конкретная персона, которая появляется как новый знакомый или знакомая. Причем тогда, когда вы занимаетесь именно своими делами. Тут не о любви.
Ну, нам карта не говорит о том, что это не будет что-то продолжено, но тут, правда, может быть какая-то влиятельная персона, которая неожиданно появляется в вашей жизни. Может быть, это где-то будет сродни возможностей, но с императором нужно быть очень аккуратным, потому что император вам не будет рассказывать свои планы никогда. Где-то карта вам тоже говорит, тебе нужно быть на уровне, будьте мудрыми императорами. Потому что иногда по этой карте проходит такое значение. Есть два мнения, мое и неправильное. Но мудрый император, он понимает, есть две составляющие, которые он не может изменить. Первое обстоятельство, второе людское мнение. Поэтому в зависимости от первого и второго он вынужден корректировать и готов корректировать мелкие планы, чтобы какая-то цель, главное, она была достигнута. Вот вы, видимо, что-то будете корректировать, потому что и ваша собственная цель, мои дорогие, должна быть достигнута. Вы мало того, что с чем-то определяетесь, как с направлением, так вам судьба может подарить нужных людей или какую-то встречу с человеком даже, да, который, ну, может так или иначе оказать содействие. Причем не на словах, а на деле. И от того, как вы правильно с ним провзаимодействуете, аркан, жрица, может быть, вам он принесет какую-то дополнительную информацию, и вы сами будете переигрывать что-то, перестраивать, потому что для вас это где-то будет, ну, неожиданно. Предположения могли быть, а вот четкой картины не было. А теперь вам, допустим, появится тот человек, который расскажет, как правильно по закону действовать или как будет в отношении вас работать закон. Но точно так же я не исключаю, что обстановка вокруг вас, в принципе, тут ведь может быть как миропорядок, мироуклад меняется где-то неожиданно. К чему все идет? Ну так тяжеловато. Понадобится много сил. Будете чувствовать усталость. Иногда эта карта, десятка жезлов, будет говорить о том, что вам нужно сконцентрироваться на чем-то одном. Потому что есть риск дополнительной усталости, когда мы и туда, и сюда, как будто вот в 10 мест или 10 людям что-то пообещали, вот вагон и маленькую тележку нагрузили, тянем. Делегируй все те обязанности мелкие, которые может сделать кто-то другой. Это, безусловно, потому что вы сейчас очень ресурсны, а у вас на кону какой-то ответственный момент. Тут и с неожиданностями, и сюрпризами, и удивлением связаны, и выбором правильного направления. Много старших арканов. А кто-то может этого даже как возможности не заметить, потому что вы в какой-то рутине, мои дорогие. Вот к чему все идет. Тут еще эти возможности нужно увидеть, ухватить, удержать и продумывать свою стратегию, тактику на будущее. Вот будьте внимательны. Давайте мы узнаем, чего ждать в сфере личной жизни, взаимоотношений. Ну, вот тут по семерке жезлов, вот где-то все то, что я сказала по десятке. Какая-то многозадачность, которая вам явно не помогает. И по семерке это ведь тоже. Это люди, которые нас пытаются к чему-то приобщить. Мы как будто они хотят, да, со стороны именно людей, чтобы мы с чем-то согласились, в чем-то приняли участие или сделали так, как им удобно. А нам снова говорит, кстати, карта, как вот верховная жрица, независимость, в тени. Отступи полшага назад, никому ничего не доказывая и не участвуй в чем-то. Может быть, даже ваши близкие, мои дорогие, будут вас на какие-то покупки, может быть, ну я так банально. Все-таки у нас преддверие Нового года, рождественские праздники, ну почему нет? Конечно, мы делаем, готовим подарки, мы хотим порадовать своих близких, где-то и сами готовы получить подарки, почему нет? Но, к примеру, траты, а может быть, это как раз касается финансов, вот каких-то счетов. Ведь личная жизнь не только про любовь, это ваша личность, это ваша составляющая какая-то. А нам уже карта король кубков, в самом начале мы говорили, в основе материализм. То есть будет материализм, как бы это ни звучало, будут и какие-то высокие идеи. А если мы из нуля в рогожечку вытягиваем, какие тут идеи? Ну так вот, если откровенно. Явно есть какая-то материальная составляющая, которая должна быть решена в первоочередном порядке, мои дорогие. Ну, давайте я достану еще дополнительную карту. Что ж там на личную жизнь? Ну, наверное, вот если правильно вы распределите
И окружение мы здесь где-то с вами говорили, как и силы, как и ресурсы. Вы буквально останетесь довольны и при деньгах, и счастливы, и радостны, и, может быть, пересмотр окружения как такового. Но девятка кубков, посмотрите, девушка как в своей нирване. Все хорошо. Да, и с материализмом. Это иногда карта, кстати, эгоиста. Ну, может быть, вам и следует немножко побыть эгоистом, мои дорогие. Почему нет? Потому что явно вот нам говорят, брось ты эти 10 жезлов, что ты вцепился в них? Ну или вцепилась, правда. Явно из этих 10 метел как минимум 9 можно выбросить, на всякий случай одну, и этой будет достаточно. Посмотрите, карта ведь тоже вторит. Как будто жезлов много, и это жезлы чужие, а самый важный у вас в руках. Вот передумайте, в чем вы участвуете, а в чем нет. Это конкретно. И ваш внешний вид, и ваш имидж, и ваша или усталость, или наоборот бодрость. В конечном итоге это внешний вид, ваш имидж, да? Ну и определенно финансовая составляющая. Может быть, где-то и придется прижимисти быть с финансами. Все-таки финансы у вас тут фигурируют очень активно. И собираетесь сделать подарочки, ну, значит, как-то так себе не в минус, это вам точно, мои дорогие. Вы любите иногда вот, ну, где-то порадовать. Весы любят, когда эмпатия, когда все счастливы вокруг, когда гармония во взаимоотношениях. А тут вот так немножко вас карты концентрируют на самих себе. Вот все должны быть рады, да, это прекрасно, но ты, весы, должен быть рад как-то или должна быть рада. Особенно, как будто больше, понимаете? Не поставьте себя на второе место. Финансы. Финансы будут радовать. Тут именно с деньгами, может быть, даже какая-то ситуация решается, да, у кого, допустим, с работы не получалось найти, или какие-то сложности были с получением денег, да, где-то там задержались деньги по каким-то причинам. Вот, кстати, вы их можете получить. Но хоть и радость-то вот какая-то финансовая приходит, или пусть это даже как помощь ближнего, все-таки кубки иногда такое тоже я могу предположить. А вот вам как будто в какую-то кубышечку, вот все равно, наверное, говорят, ты сейчас сохрани, у тебя на кону солнце, они тебе явно понравятся. Помните, мои дорогие, деньги– это не просто бумажки, и не деньги ради денег, а это один из способов взаимодействия с миром. А кто знает, может быть, вам поехать придется куда-то. Вы пока этого не видите, и вы по солнцу еще пока многого чего не видите. Что будет происходить последующие 6 месяцев? Что-то завершается. Как повернет колесо судьбы, и, может быть, и придется вот так вот собраться, отправиться куда-то налегке. И тогда вы себе скажете спасибо. Достижение. Ну точно, мы тут что-то изучаем. Мы уже строим новые планы. Мы сдаем как жизненный экзамен. И кто-то изучает языки, кто-то язык-программирования, кто-то... Вот очень символичная карта по ретро-урану, если мы говорим, по финансам дробит, да? Деньги не из одного источника, а может быть из двух, а может быть из трех. Мы как приобретаем знания, и это не есть любопытство, а именно это то, навык, ресурс, скилл, как угодно назовите. Может быть ремесло, вот кто-то будет изучать, потому что я тогда буду востребован на рынке труда. Или если я куда-то поеду, я могу работать удаленно, я могу работать из любой точки мира. Вот тут что-то явно есть по работе и по деньгам на ваши достижения. Но это карта, когда мы дополнительные знания, разбираемся с чем-то, да, и вот эти ресурсы увеличиваются. А самое главное, перспективы для вас, они как открываются. Вы видите свои возможности с другого ракурса. И это определенно есть смысл продолжать, потому что в каком-то даже, может быть, новом деле, которое или творчестве, среди вас много творческих людей, развиваете, мои дорогие весы, вы явно какой-то шедевр можете создать и стать популярными, вот как солнце. Тут у вас на кону новое качество жизни, мои дорогие. Но есть, видимо, и те вопросы. Качество жизни, оно неизменно нас заставляет пересмотреть, в чем мы участвуем, правда? И, может быть, и что-то завершить. Потому что высвободить вот эти ресурсы для чего-то одного, ну или двух каких-то направлений. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы.
Я благодарю вас за ваши волшебные и искренние комментарии, за вашу душевность, за вашу спонсорскую помощь и поддержку. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.